Московская область, поселок Октябрьский. Обычно о таких местах говорят «тихий уголок», где все знают друг друга. Но события последних дней превратили этот поселок в зону повышенного общественного внимания. Группа школьников, выходцев из мигрантских семей, жестоко избила местного подростка. Теперь семья потерпевшего боится не только за здоровье сына, но и за собственную безопасность. Начались угрозы с требованием забрать заявление из полиции. Что известно на данный момент? Информация всплыла в медиапространстве и быстро разошлась по новостным каналам. Школьники избили сверстника. Надзорные органы, по словам местных жителей, не вмешивались. После подачи заявления в правоохранительные органы семье начали поступать угрозы. Следственный комитет России отреагировал моментально. Возбуждено уголовное дело, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил держать ход расследования под личным контролем. Что происходило в Октябрьском? По рассказам очевидцев, конфликт между подростками тлел давно. Школьники из мигрантских семей чувствовали себя в поселке хозяевами. Дерзкие, сплоченные, уверенные в безнаказанности. Пострадавший мальчик, как утверждают свидетели, стал объектом травли не первый день. Кульминацией стало избиение, после которого мальчик оказался в больнице. Но, похоже, пострадавшего решили додавить. Вскоре семья начала получать звонки и сообщения с угрозами, настоятельно советующими не доводить дело до суда и забрать заявление. В ход пошли не только уговоры, но и запугивания. Есть вопросы к бездействию. Особую тревогу вызывает реакция, вернее, ее отсутствие, со стороны школы, органов опеки и местной полиции. Родители и жители Октябрьского заявляют, школа знала о напряженной ситуации, но не предприняла мер. Полиция затягивала проверку. Местные чиновники пытались не раздувать проблему, опасаясь межнационального конфликта. Неужели у нас настолько боятся слова «межнациональное», что готовы закрывать глаза на уголовное преступление? Влияние диаспор? Еще один важный момент, который замалчивается на официальном уровне, но активно обсуждается в соцсетях – роль мигрантских диаспор. Не секрет, что в ряде регионов России диаспоры оказывают серьезное давление на расследование, договариваются с потерпевшими семьями, а иногда даже на уровне участковых пытаются замять дела. Может ли это быть частью сценария в Октябрьском? Ответа пока нет, но характер угроз с акцентом на «не доводить до суда» вызывает подозрения. Реакция государства. Александр Бастрыкин, глава СКР, поручил доложить лично о ходе расследования руководителю Главного следственного управления СК по Московской области Яковлеву. Дело взято на контроль центрального аппарата. Это значит, что местным чиновникам и силовикам уже не удастся спустить ситуацию на тормозах. Каковы комментарии экспертов? Например, криминолог Александр Гуреев сообщил: когда местные власти бездействуют, это всегда провоцирует нарастание агрессии. Люди чувствуют, что им все дозволено. Участие мигрантских диаспор, к сожалению, распространенная практика в подобных случаях. Они организованы, они давят на семьи потерпевших, чтобы сохранить лицо сообщества. Это системная проблема. Почему это в принципе является тревожным сигналом? Первое. Подростковая агрессия переросла в реальную угрозу жизни и здоровью. Второе. Бездействие местных органов – признак слабого контроля. Ну и третье – попытки давления на потерпевшего. Это шаг из зоны школьных драк в пространство криминальных схем. Такие истории показывают, что без жесткой реакции государства местные конфликты перерастают в замкнутые анклавы, где свои порядки, свои законы и никакого страха перед Россией как государством. И как заключение, поселок Октябрьский – это не просто история о школьной драке. Это лакмусовая бумажка для всей страны. Готовы ли мы защищать своих детей и наказывать виновных, независимо от национальности и происхождения? Или мы продолжим бояться слова «межнациональный конфликт» и будем отступать перед уличными бандами? Следим за расследованием, обещаем рассказать, какие меры будут приняты и будет ли сделан примерный урок для других регионов.